Так, ребят, похоже, я въехал в скалу. Uh-oh. Так, разбит катафот, немного бампер, и вот самое плохое, что вот эта часть тоже погнулась. Дряша, постой с мира, я свою шляпу найду. Ну и похоже, что вот эта вмятина, она от этого, да, получилась? Никто не знает. Какой-то вывод здесь быстренько сделать, и все. И Что расслабляться нельзя. Да, нужно что-то забрать с собой сейчас. Я от катафотчика И все. Да, ничего. Не знаю, нужно нам это. Пусть это будет самое страшное наше путешествие. Да. Спасибо, что деньгами, спасибо, что никто не пострадал. Я не думаю, что это какие-то огромные Всё деньги. нормально. Я думаю, это 100 евро. Вот так. 100 евро. Ну, Да, я думаю, так, не больше. вообще-то страховой депозит с нас взяли 2000 евро. Я понимаю, но мы не расхреначили же всю машину. Пока еще. Пока еще, пока еще. Кстати, было бы Это- полезно, я думаю, что было бы полезно заехать на какой-нибудь этот сервисный, вот где мы покупали. Посчитали? Да, чтобы просто прикинули, сколько это Вот может здесь стоить. вниз чуть-чуть вышли. Это все потому, что там Мгм. Ребят, напишите в комментариях, что делать в такой ситуации. Может, у кого-то есть опыт. Попробовать самим отремонтировать, ну, я имею в виду заехать в какой-то сервис, или все-таки уже сказать, когда будем сдавать караван. Все-таки еще у нас впереди большой маршрут, и будет много скал. Кто его знает? Оставь как есть, я думаю. Ставить как есть, да. Ладно, в прошлый раз все было без сучка и задоринки, в этот раз. Мы пока думаем о том, какой нужно сделать вывод. Да? Как будто сразу вывод не приходит на ум. Подожди вывод делать. Я только въехал, я еще не... Еще пока не оценил. Сейчас мы его догоним. Разбит катафот. Спасибо, что деньгами. Фух, это было непросто. You're welcome. Что? Почему? Я сегодня был во множестве сложнейших ситуаций и нигде ничего не повредил. А тут, когда было куча свободного места, куча времени, то почему-то въехал в скалу. Но дело в том, что вот к этим габаритам, особенно задним, очень трудно привыкнуть. И несмотря на то, что есть камера заднего вида, она же показывает только задний вид. То, что происходит сбоку, она не показывает. И получается, что ты до конца не видишь дальние углы слева и справа. Вот. Постараемся на время об этом забыть. О, спасибо за одуванчик. Загадай. Загадаю желание, чтобы больше ни в какие дурацкие ситуации не попадать. О, красиво полетело. Знакомьтесь, это Петюня, он же Питер Пен. Похоже, появляется новая рубрика «Распаковка». Ой, хорошо. Так, чего-то не хватает. Ах, да. Вот чего не хватает этому влогу. Знакомьтесь, это Петюня. Очень волнительно, потому что никогда этого не делал раньше.
но всегда мечтал попробовать. Ну и отправляемся в первый полет. Знаете, что это? Это первый подарок от наших подписчиков. Да-да. Понимаете, на кого я намекаю, да? Слушайте, это было очень приятно и очень неожиданно. Но, если сказать по-честному, то подписчиками они стали после того, как подарили нам этот сувенир. А сувенир, между прочим, из Сибири, с Байкала. И это кофе. Я тоже не знал, что там растет кофе. Кофе необычный, кофе в дрип-пакетах. Смотрите, какие у меня классные кружки. Multi-Pictures, Miracle и Dreams Come True. Класс. Ребята, Рома, Варя, спасибо вам большое. Это очень приятно. Привет из Хорватии. Всем доброе утро. Вот и прошла наша первая ночь в месте недалеко от Толедо. И это место называется Мельницы Дон Кихота. Вообще, именно эту парковку мы нашли случайно, потому что она на карте была отмечена, довольно темными снимками, и она мне не очень приглянулась. Но оказалось, что это очень классное место. Посмотрите, оно окружено горой, и только в 9 утра пришло солнце на наш автодом. Мои еще спят, поэтому я отойду подальше, чтобы им не мешать. Хотя, я думаю, скоро они проснутся, так как только автодом оказывается на солнце, он быстро нагревается, и уже хочется включить кондиционер. Пару слов про сам автодом. В этот раз нам досталась машина Citroën. Двигатель 2.2, 140 лошадиных сил, дизель. Хочу сказать, что я второй раз принципиально беру автодом на коробке автомат, потому что, дело не в привычке. Нет, я спокойно могу водить и ручную коробку, но дело в том, что когда ты едешь по незнакомой дороге, и ты постоянно смотришь то в навигатор, то ты смотришь за габаритами, то с другими машинами, да, ты же не только по трассе едешь, то еще и при этом переключать коробку, это было бы уже too much. О, смотрите, моя прекрасная жена проснулась. Идет сразу давать интервью, правильно я понимаю? Нет? Мне кажется, я в таком виде, наверное. Как прошла ночь? Который час сейчас? 9. Интересно, что все наши соседи уже разъехались. Доброе утро. Нет, одна машина осталась. То есть они что-то знают. Видите, как я и говорил, как только солнце приходит в автодом, все, там становится жарко, и уже люди хотят оттуда поскорее выйти. Вот. Так что было грамотное решение встать у подножия горы. С одной стороны, да, с другой стороны, мы бы еще дольше спали. Уже и так неприлично. Да. Бытовых вопросов довольно много. Первое время, потому что, несмотря на то, что это наш второй опыт езды в автодоме, все равно много нюансов, которые ты уже забываешь, где что включается. А вот и Мира проснулась. Доброе утро! Доброе утро, мое солнышко! Как ты спала? Хорошо. Ты чудо мое. Хочешь посидеть рядом? Да. Например, вчера было очень забавно, потому что когда я привез девчонок в магазин, чтобы они закупались продуктами, и я хотел заправиться и прийти к ним. Оказалось, что дверь, вот эта вот основная, не закрывается. То есть она еле-еле защелкивается, но вот крепко ее ключом не получалось закрыть. Хорошо, что мы отъехали от базы Инди Кемперс всего там минут на 10. И я к ним вернулся, пока девчонки ходили по магазинам, и говорю: ребят, что делать? Дверь не закрывается. Они такие со всего размаха: дырищ эту дверь. Она закрылась. Я такой: и что, мне каждый раз так делать? Да.
Делай так каждый раз. Окей, ладно. Но так не должно быть. Она должна легко закрываться. Как это часто бывает, но с первого раза не все получается. И в этот раз оказалось, что нужно подключение к интернету для того, чтобы активировать устройство. Поэтому я пошел к ближайшему ресторану. Ресторан Тони, кстати, очень рекомендую. Вы вообще поняли, где я нахожусь? Да, я еще не сказал. В общем, я снова в Хорватии. Если не видели выпуск «10 лет в Хорватии», я вам очень рекомендую. Я там много чего объясняю. Так вот, первый полет не состоялся, но сейчас я запустил активацию. Он предложил сразу обновить прошивку, и вот уже 21% обновления идет полным ходом. Надеюсь, после этого вернуться к полету. Пока происходит процесс обновления, надо же как-то занять эту паузу, да? Поэтому, чтобы вам не было скучно, я поделюсь некоторыми своими мыслями. Во-первых, я очень благодарен своей жене, Кате, за то, что Катя меня мотивирует постоянно расти над собой, делать что-то лучше. Потому что недавно у нас состоялся разговор, и я говорю: Катюш, давай как-то я не буду так сильно заморачиваться с монтажом. Тут же важно выпускать видео как можно чаще, для того, чтобы интерес зрителей, да, все время подогревать. И в то же время хочется больше рассказывать о нашей обычной жизни, потому что все самое интересное происходит, ну вот, просто вот так в жизни. Когда ты ничего не выдумываешь какой-то сценарий, а рассказываешь просто, что у тебя вот сегодня произошло. Слава богу, что не каждый день происходят какие-то события, потому что так можно вообще с ума сойти. Так вот, говорю Кате, давай я буду делать попроще, зато почаще делать выпуски. Он говорит, давай. Потом проходит неделя, и она говорит, Денис, мы решили подарить тебе на день рождения коптер. Я такой, что? Что? Почему? Я был очень удивлен, потому что, во-первых, я никогда не летал на коптере. Мне всегда казалось, что любой коптер рано или поздно разобьется. Мне и сейчас так кажется. По секрету скажу. Но в современных коптерах, например, вот я купил DJI Mini Pro 5, там уже столько всевозможных систем обхода, облета, препятствий, да, возвращения на базу, если взлетели, например, и потеряли связь с коптером, да, ну, я не знаю по какой причине, но такое может быть легко, то он автоматически должен вернуться на то же самое место, откуда взлетел. То есть помимо ручного управления есть еще много автоматических фишек, которые упрощают жизнь. Но не всегда это полезно. Например, в нашей арендованной машине есть такая функция, которая не позволяет ехать назад, если есть некое препятствие. Казалось бы, ну красота. Не всегда же водитель видит какое-то препятствие сзади. Так вот, я сегодня 5 раз пытался выехать по дорожке, заросшей травой, потому что машина пищит, говорит, что сзади препятствие, я не хочу ехать, резко тормозит. И я пока не разобрался, как отключить эту функцию, потому что без чата GPT, кстати, надо сейчас будет у него спросить, пока есть Wi-Fi, очень сложно понять, там меню на итальянском, там куча разных настроек, и как отключить именно эту функцию. Вдруг я отключу
какую-то другую функцию. Ладно, все, не будем негативить. А между тем, на пульте появилась надпись «Update takes around 2 minutes». Еще 2 минуты. И я надеюсь, что коптер обновится, и я смогу летать. Я очень хочу летать. Чем больше препятствий для этого, тем больше у меня появляется желание полетать, поснимать сверху красивые виды. Ну и поделиться, конечно, с вами. Главное, чтобы не вышло так ожидание реальность, когда ты там снимаешь и думаешь, что сейчас будет какое-то вау-видео, а потом такой смотришь, лучше это никому не показывать. Ну что, утомил я вас своими разговорами. Пора действовать. Погнали. Подождите. Я пока отрабатываю посадку. Первый полет успешен. Hola, amigos! Мы продолжаем наше путешествие по Испании. На улице плюс 30 градусов, но мы оделись потеплее, потому что после того, как вчера было плюс 39, нам уже эти 30 кажутся прохладным ветерком. Ну и еще потому, что мы идем в пещеру сокровищ. Спускаемся все ниже и ниже. Уникальность этой пещеры заключается в том, что она была создана морской водой. То есть долго-долго морская вода вымывала все вокруг, и образовалась эта пещера. Таких пещер в мире всего несколько, и одна из них находится именно в Испании. И, по-моему, в Европе больше таких нет. Именно, повторяю, чтобы потом вы в комментариях мне не писали. А хотя пишите. Я не против. Конечно. Надо говорить какие-нибудь глупости, чтобы потом в комментариях меня поправляли. Вау. Кто-то запоминает дорогу обратно вообще? У меня свежие мысли. Не грустные. Сокровища мы пока не нашли, но продолжаем поиски. Похоже, что в этой пещере кто-то уже был до нас. Слышите эти звуки? Это первобытные люди. Что-то мне становится не по себе. Но я как геолог могу вам сказать. Это очень сложно. Я думаю, что это тоже связано с чем. Хочу, чтобы спала. Джакузи. Вау, ты что включил? Что-то включил в пещере.
И сразу хочу записать свои впечатления после первого полета. Я считаю, что он прошел супер успешно. Может быть, я не снял каких-то классных кадров, но все классные кадры еще впереди. Но зато дрон, коптер, он же Петюня, остался в живых. Это уже важно. Хотя был момент, когда я потерял с ним связь, и я побежал сразу по ступенькам наверх, чтобы снова связь наладилась. Все прошло успешно. Я отработал взлет, посадку. Чувствую себя прям таким начинающим пилотом. И еще классная функция – это слежка за автомобилем. Ну, за человеком тоже можно, но почему-то именно за автомобилем, мне кажется, это очень интересно, потому что иногда мы едем по какой-то живописной, красивой дороге, и ты очень хочешь как-то записать, снять то, что ты видишь, но когда начинаешь снимать из кабины автомобиля, это выглядит всегда очень так простенько, неинтересно, обычно, да? А если это сделать с высоты птичьего полета, сразу меняется все ощущение, и ты видишь гораздо больше того, чего не видит человеческий глаз. Вы вообще замечали, что в кино часто выбирают такие ракурсы, которые очень сильно отличаются от нашего обычного человеческого взгляда? С нижней точки, может быть, с верхней точки, может быть, горизонт выше середины, может быть, горизонт, наоборот, занижен и так далее. И это сразу становится интересно. Надо больше экспериментировать и не бояться таких экстремальных ракурсов. Вот. Я, конечно, пока только учусь летать на коптере, но уверен, все самое интересное впереди. Ну и сами понимаете, когда ты оказываешься в каком-то классном месте, интересном, природа, горы, не знаю, море, то это уже красиво. Надо чуть-чуть изменить ракурс. И все. И вперед. Так что все очень классно. Так, по-моему, Петюне ползает муравей. А ну-ка, брысь. Отстань от Петюни. Муравей, который мечтал полетать. Нет. Рожденный ползать, летать не может. Слушайте, получается все наоборот. Даже если вы рождены ползать, как я, например, да, я не могу сам взлететь. Но, пожалуйста, вот, берем коптер, летим, и полное ощущение, что летишь ты сам. Вот так вот современный мир полностью меняет вообще все представление. И все, что нам говорили в детстве, становится не совсем правдой. Глубокая мысль, согласитесь. Я теперь начну специально катать муравьев на коптере. Эй, идите сюда, давайте, заползайте. Все, вы, ты, все Нет, подожди, ты уже летал. Я пошутил. Я не буду сейчас... Вы серьезно подумали, что я сейчас буду катать муравьев? Ну, ребят, это не серьезно. Ну ладно. Давайте так. Вот сколько лайков наберет это видео, столько муравьев я и покатаю на коптере. Наберет 100 лайков, значит 100 муравьев прокатятся на коптере. Но если наберет 1000, ребята, все в ваших руках. Вы можете осчастливить 1000 муравьев. И больше нам никто не сможет сказать фразу «рожденный ползать, летать не может». Подумайте об этом. Я жду ваши лайки.